Привет, ребятки! В честь Хэллоуина я решила показать вам, как сделать такой простой и интересный макияж. Образ клоуна на Хэллоуин один из самых популярных, при этом достаточно жуткий и легко выполнимый. Сейчас я вам покажу, как можно с собой вот это вот сделать, какие продукты при этом использовать, и приятного просмотра! Не забудьте подписаться на канал, иначе я приду к вам в страшных кошмарах. Ну что, приступим? Мне кажется, для того, чтобы сделать макияж на Хэллоуин, достаточно просто не краситься. Но мы же с вами не ищем легких путей, поэтому приступим. Тут у меня такая штука, это миксер для тона, его туда добавляешь, он белого цвета, и он высветляет тон. Но мы его будем наносить просто на лицо, потому что нам нужно белое лицо. Итак, прежде всего, прежде чем вы начнете делать макияж, стоит помнить, что лицо нужно очень хорошо увлажнить и нанести базу под макияж, иначе лицо вам потом спасибо за это не скажет. Я беру белый тон и наношу его бьюти-блендером, таким похлопывающими, вбивающими движениями, не забывая про уши и шею. Потом я беру и вбиваю второй слой, потому что нужно, чтобы тон был более плотным. Мне кажется, что я уже похожа на невесту Франкенштейна, и на этом можно было бы образ закончить, но я решила, что нужно добавить ярких акцентов, и буду наносить при помощи Liquid Sweat помадой жидкой в таком розовом оттенке. Цветные акценты. У меня не стоит задача сделать это как-то равномерно. Образ будет такой смазанный, немножко небрежный, и буду наносить, как-то там в зону румян, где-то на скулах, на висках, в общем, куда захочется. При помощи синтетической кисти я наношу помаду на лицо. Таким образом я расставляю акценты. Лицо становится более объемным, и хорошенько это все дело растушевываю. И, кстати, именно поэтому лицо нужно было очень хорошо увлажнить, потому что иначе вы эту помаду потом не смоете. Дальше я беру вот такие вот тени в стике, в карандаше зеленого цвета, и буду красить глаза. Как я уже говорила, у меня не стоит задача сделать абсолютно идеальный макияж, поэтому вы не удивляйтесь моему варварскому нанесению теней и моим зеленым ресницам, потому что дальше я это все растушую пальцами и буду наносить другие средства. Беру черный гель-лайнер для стрелок. Обычно им рисуют стрелки, но мы будем рисовать им огромные глаза. Мне очень нравится рисовать именно гелевой подводкой, потому что она сразу дает плотное покрытие, и она очень пластична, то есть ее можно хорошенько и растушевать, и нанести ей четкие линии при помощи острой кисточки. Я прорисовываю такие клоунские треугольнички, только они не совсем симметричные, даже наоборот, они совсем не симметричные. И это все дело напоминает мне почему-то грим группы Kiss, но я не думала о них, когда это рисовала. Далее я беру вот такие всяческие пигменты, у меня их много разных цветов, и прохожусь уже по тому рисунку, который нарисовала только с сухим пигментом. Итак, при помощи сухих рассыпчатых перламутровых теней мы попрощаемся с группой Kiss, потому что мне не нужны такие четкие линии. Я хочу, чтобы было все дымчато, размазано и не было каких-то резких переходов, а скорее такое все блестящее, плавное и переливчатое. Хорошенько растушевываем края, чтобы избавиться от четких линий. Дальше я беру черную тушь. У меня, например, вот такая Doll Eye называется, и прокрашиваю ресницы, чтобы поверх можно было наклеить накладные. Прокрашиваю ресницы хорошенько, чтобы прям все реснички были прокрашены, чтобы не было потом четкого перехода между своими и накладными. Наклеила верхние ресницы при помощи клея Duo, который с кисточкой, очень удобный.
и наклеиваю нижние ресницы. Они у меня очень прикольные, клоунские, с точечками. Начинается моя самая любимая часть — украшательства. Я буду приклеивать вот эти вот замечательные помпоны к себе на лицо. Такие помпоны можно купить в отделе для рукоделия. И я приклеиваю их на клей для ресниц в достаточно хаотичном порядке, туда, где мне кажется, что это будет выглядеть красиво. Если вы когда-нибудь соберетесь приклеивать помпоны на лицо, заботьтесь большим количеством клея для ресниц, потому что они очень сильно его впитывают, и его требуется достаточно много. Намного больше, чем если бы вы клеили блестки или стразы. Если ты немножко приуныл, просто нарисуй себе улыбочку. Для создания улыбочки в нашем случае я буду использовать жидкую помаду Liquid Sweet в оттенке аметист. Я не буду наносить ее родным спонжиком, потому что мне нужно прорисовать более тонкие уголки губ, и я использую для этого кисть. И наношу ее, выходя за контуры губ, прорисовывая себе такую прям клоунскую улыбку. Я решила, что клоун у нас будет праздничный, поэтому добавим немного блесток. Блестки я использую NYX, которые для тела и для лица красного цвета. Очень важный момент, когда вы наносите блестки на помаду, нужно это делать быстрее, пока помада не высохла. Я использую такую достаточно пушистую кисточку. Таким образом они более равномерно и быстрее наносятся. Поправляю, чтобы не попали блестки на подбородок и на всякие другие места. Беру все тот же самый белый тон, которым красила лицо, подкрашиваю шею в виде полосочек, а розовый цвет — это та же самая помада Liquid Sweet, которой на лице я расставляла акценты. Подкрашиваю нос, делаю его клоунским, небольшой блик хайлайтером. Для создания таких кудряшек я использовала маленькие бигудюшки, которые называются коклюшки. Ими обычно делают химзавивку. Я их просто оставила на длительный срок на своих волосах, и после этого получились такие кудри. Ну и чтобы окончательно дополнить этот безумный образ, мне нужны розовые линзы. Линзы я использовала фирмы Adria Cats, и, кстати, все названия продуктов вы можете прочитать в описании. На этом образ безумного клоуна можно считать завершенным. Надеюсь, вам понравилось видео и было интересно. Будет очень здорово, если вы поддержите меня и поставите лайк. Ну и подпишитесь на канал. До новых встреч! Пока-пока!